Всем привет! Вы смотрите видеообзор электротрайк с независимым мостом. Электроскутер 2021 года Skyboard BR80 Limited Edition. Эта ограниченная партия уже сейчас доступна к покупке на территории России. Одновременно это последний шанс приобрести трехколесный электроскутер с независимым мостом, имеющим самую высокую устойчивость на неровных поверхностях при поездках по ухабам, кочкам и ямам, из которых, собственно, и состоит большинство российских дорог. Но почему столь привлекательная конструкция электротрайка ограничена количеством выпускаемых моделей? Поначалу вполне логично я задумался над качеством данного электроскутера, но, как оказалось, дело совсем не в этом. Я уже успел испытать электротрайк по всем фронтам и, забегая вперед, должен отметить, надежность у него на очень высоком уровне. Я задал все необходимые вопросы производителю Skyboard и получил достаточно развернутые ответы. Почему модельный ряд получил ограниченный выпуск, я расскажу и покажу на практике во время тест-драйва и испытаний. С вами Роман, испытатель электротранспорта. Запасайтесь вкусняшками, впереди, как всегда, очень много интересного. Трехколесный электроскутер с самой высокой устойчивостью во время поездки. Независимый мост для дрифта и поездок по ухабистой местности. Электротрайк BR80 Limited Edition 2021 года от компании Skyboard. Подробный видеообзор и тест-драйв испытания. Почему в ближайшие годы покупатели не смогут приобрести электроскутеры со столь уникальной конструкцией? Это и многое другое прямо сейчас на канале Электроскутеры Skyboard. Самое интересное было посмотреть, конечно, контроллер, его ампераж. Классический вариант электротрайка уже на протяжении нескольких лет привлекает взгляды не только прохожих, но и других участников движения. Это и не мудрено, ведь встретить данное чудо на дороге является огромной редкостью. Многие хотят, но не все готовы себе позволить. У кого-то банально не хватает времени приехать на тест-драйв, чтобы оценить по достоинству все преимущества такой конструкции. Но, как показывает практика общения с людьми, большинство считает подобную технику слишком дорогой и предположительно называют заоблачные цифры от миллиона рублей и выше. А когда узнают реальную цену, не превышающую 160 тысяч, сильно удивляются, почему ничего не слышали о подобном транспорте раньше. Ведь это отличное решение не только для пожилых людей на даче, но и возможность поездок на рыбалку, на охоту, в магазин, для прогулок с ветерком и езды по дорогам общего пользования. Все это доступно при наличии водительского удостоверения абсолютно любой категории, без постановки на учет, уплаты налогов и постоянных расходов на топливо. Быстросъемный аккумулятор заряжается от обычной домашней розетки на 220 вольт, не более 5 часов. А общая дальность поездки на одном полном заряде составляет порядка 40 километров, в зависимости от испытываемых электроскутером нагрузок. Но хватит о преимуществах, давайте перейдем к техническим характеристикам и параметрам трехколесного электроскутера Skyboard BR80 Limited Edition с независимым задним мостом. Рассмотрим рулевое управление. По обеим сторонам с внешней стороны руля расположены тормозные рукоятки с резервуарами для тормозной жидкости. Тормозная система полностью гидравлическая на все три колеса. Левый рычаг имеет разветвленную гидролинию на оба задних колеса. Правый рычаг отвечает за торможение передним колесом. Тормоза очень информативные, отклик практически моментальный. Тормозной путь при скорости в 30 км в час не превышает 5 метров. Сверху установлены регулируемые боковые зеркала с хорошим обзором, которые уже идут в штатной комплектации. Комплектация, в принципе, очень богатая, и в этом плане Skyboard вообще впереди планеты всей, но об этом поговорим чуть позже. Включение электротрайка возможно произвести двумя различными способами – с ключа или с брелока сигнализации. Сейчас, кстати, будет страшно, так что прошу убрать особо впечатлительных от экранов. Magic. Не нужно паниковать, конструкция трехколесного электроскутера рассчитана на такие нагрузки. Но давайте посмотрим, что сейчас произошло. В данной модели трехколесного электроскутера предусмотрена автоматическая блокировка независимого моста. То есть при включении фиксирующий штифт автоматически освобождает конструкцию для готовности к поездке. И при включении питания происходит обратное действие с автоматической блокировкой. На мой взгляд, это очень удобно.
Вполне логично, что сама конструкция рассчитана на гораздо большие нагрузки, чем просто заваливание передней части рамы, так как во время поездки водитель добавляет еще собственный вес для тех же поворотов с одной стороны на другую. Что касается спонтанного шатания из стороны в сторону, этого тоже нет. Обратите внимание, как электроскутер проходит кочки и ямы. Водителю при этом не требуется как-то дополнительно удерживать равновесие. Здесь не нужно пытаться понять взаимодействие всей механики от макушки водителя до основания задней оси. Все происходит само собой. Водитель сидит на месте, а задняя ось в этот момент отрабатывает все неровности без какого-либо дискомфорта для райдера. Чтобы понять, что это очень крутая конструкция, достаточно просто один раз попробовать. И поверьте, после этого вас уже не затащишь на жесткую литую раму обычного электротрайка, потому что на жесткой конструкции водителя качает из стороны в сторону при наезде на любые кочки. Но двигаемся дальше. При включении электроскутера с ключа на полоборота электротрайк готов к поездке. При довороте ключа включается ближний свет. За переключение на дальний отвечает верхний тумблер на левом блоке управления светошумовыми приборами. Фара светит очень хорошо и на приличное расстояние, порядка 50 метров. Ниже на блоке управления расположен тумблер переключения поворотников, который дублируется как спереди, так и сзади электроскутера. Еще ниже кнопка клаксона. Обратите внимание на левый тормозной рычаг. Здесь предусмотрен стояночный тормоз, способный удерживать электроскутер даже на очень крутых подъемах. Выжимаем тормоз, фиксируем курок на необходимом уровне сжатия и вуаля! Задние колеса полностью заблокированы. Идеально стоит вообще. Ее, кстати, по барабану как ставить, задом или передом, все равно будет стоять. У него очень хорошие тормоза. Это мне прям реально нравится. Это прям супер. Далее, по правой стороне руля рукоятка акселератора по типу мотоциклетной ручки газа. Отвечает за старт поездки и регулировку скорости трехколесного электроскутера. Режимов поездки всего два. Минимальный первый и сразу максимальный третий. Переключение происходит единоразовым нажатием красной кнопки под большим пальцем. И здесь стоит отметить один из моментов, почему электроскутер 2021 года Skyboard BR80 имеет приставку Limited Edition. Дело в том, что завод, изготавливающий данные модели, напрочь отказался от установки дополнительных опций, на которых настаивал руководитель бренда. Как видите, здесь отсутствует переключатель заднего хода, что, на мой взгляд, и по мнению производителя, является одним из ключевых факторов для трехколесного транспорта. В конце концов, собственный вес ни много ни мало в районе 115 килограмм. Плюсом, конечно, стоит отметить и высокую грузоподъемность, максимальный вес 240 килограмм включительно. Габариты электроскутера вы видите на экране. Что касается безопасности самого электротрайка, помимо сигнализационной системы с автоматической блокировкой колес, на рулевой колонке предусмотрен замок, ограничивающий повороты руля с ключевым доступом. Конечно, скептически настроенный зритель скажет, что угнать могут все, что угодно. Но, во-первых, данный вид транспорта не настолько распространен на сегодняшний день, чтобы его можно было легко продать. Во-вторых, каждый электроскутер бренда Skyboard имеет ВИН-номер на раме. В-третьих, потенциальный угонщик потратит больше денег на сам угон, чем сможет на нем заработать, ввиду невысокой стоимости электротрайка. В-четвертых, наказание за угон транспортного средства в РФ предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет или штраф 120 тысяч рублей. А это практически цена нового электроскутера. Кто на это пойдет? Такого дурака нужно еще поискать. А с учетом наличия камер видеонаблюдения по всем парковкам и даже около подъездов, овчинка просто не стоит выделки. Я неспроста говорил о богатой комплектации, и в этом весь Skyboard без исключения. При покупке владелец получает: первое – штатный держатель для смартфона с USB-разъемом для подзарядки гаджета. Второе – набор действительно качественных инструментов для сборки и дальнейшего обслуживания электроскутера. Третье – мощное 5-амперное зарядное устройство с воздушным охлаждением для зарядки аккумулятора по времени, не превышающим 5 часов. Четвертое – защитный чехол антидождь для возможности хранения транспортного средства под открытым небом в любую погоду. Пятое – вместительный кофр с ключевым доступом. Шестое – металлический багажник из обрешетки для перевозки тяжелого и габаритного груза. Седьмое – предустановленная Bluetooth-колонка на случай, если в поездке захочется послушать любимую музыку.
Для проверки заявленных технических характеристик давайте уже отправимся на тест-драйв. Замерим его максимальную скорость и дальность поездки. Трехколесный электроскутер Skyboard BR80. Максимальную скорость, которую мне удалось развить на первом скоростном режиме, вы видите на экране. На мой взгляд, отлично подойдет для поездок в условиях бездорожья. Показатели третьего скоростного режима по GPS вы также видите на экране с учетом моей нагрузки порядка 100 кг живого веса. Кстати, по поводу показателей ЖК-дисплея, как вы могли заметить, они не просто ограничены по насыщенности функционала, но и спидометр имеет явное расхождение с показателями GPS. Устранить данные недочеты завод также отказался, жалуясь на сложную техническую составляющую используемых контроллеров. Сразу же обращаю ваше внимание и на отказ укомплектовать электротрайк противотуманными фарами. Единственное, чего удалось добиться от фабрики, это вывести провода для их подключения, так что в принципе такая возможность существует, но уже собственными силами будущего владельца. Что касается дальности поездки, здесь вновь будет отсылка к факту отказа от дальнейшего производства. Данный электроскутер изначально комплектуется всего одной быстросъемной батареей на 60 вольт и 20 ампер-часов с ключевым доступом. Отказ со стороны упрямого завода от модернизации рамы для размещения дополнительных аккумуляторов на корню обрубил возможность дальнейшего сотрудничества с производителем. Компания Skyboard сегодня держит курс на расширенные возможности всей линейки электроскутеров в целом. Серийные модели должны иметь возможность проезжать большие расстояния с наименьшими затратами ресурсов самого владельца. Установил 3 батареи и можно смело проехать более 100 километров до следующей подзарядки. В итоге данная версия трехколесного электроскутера с независимым мостом, хоть и имеет в своей основе уникальную конструкцию с высоким комфортом поездки, идеально подойдет только тем людям, которым достаточно проезжать не более 40 километров пути за одну поездку. Конечно, за отсутствием дополнительного отсека сюда можно докупить дополнительные аккумуляторные батареи и возить их с собой, к примеру, в том же багажнике. Но насколько это удобно, решать только будущему владельцу. Еще раз повторюсь, завод отказался выполнять требования производителя. Последние несколько десятков электротрайков BR80 будут распроданы до конца сезона. И, к сожалению, на ближайшие годы подобные электроскутеры для российского потребителя станут недоступны. 40 км в час максималка, по крайней мере, с нагрузкой почти 100 кг, да, то есть я сейчас вместе с техникой, с аппаратурой вешу 100 кг. Ну, это получается, что если вы весите под соточку, то рассчитывайте на то, что средняя скорость при просадке аккумулятора, максималка, будет 40. Да, 40 четко держит. А теперь давайте посмотрим, какое расстояние удалось проехать мне при условии поездок по городу и бездорожью. Все, друзья, он вырубился. Все. В общем, итоговые показатели сейчас все видите на экране. При какой нагрузке вообще все это происходило. 38,3 по GPS. А теперь предлагаю залезть внутрь электроскутера и оценить общее качество сборки. Да, вытащить крышку очень сложно. О, прикольно. Есть резинка по периметру. Прям, смотрите, такой желоб идет. В нем была резинка, пока я не вырвал. Окей, я назад проложу. Классно. Так, ну что я здесь вижу? Вообще все очень даже аккуратно. 2 планочки такие. Сейчас я планочки сниму и покажу вам, что внутри. Какой мешочек. Здесь чехольчик, насадочка. Никакого герметика я здесь не вижу. То есть здесь защита, но уровня реально IP54. Это брызги и капли, летящие под любым углом, не более того. Контроллер хочу вытащить. Ага. Сигнализация.
Контроллер 60 вольт 45 ампер, то есть реально пиковая мощность это 2700 ватт. Получается на электродвигатель. Ну, сделано достойно довольно-таки. Блоки управления всячески разные. Очень много блочков интересных, новых, которых я раньше не видел. То есть что-то такое прям нормальный материал. Изоляция, да очень даже достойный. Силовые кабели, как я понимаю, они прям жесткие, они практически не гнутся. То есть это прям не многожилка, это, я не знаю, это прям вот одножильные провода, такие толстые. Классные, они очень жесткие. Контроллер мощный достаточно, прям с внешнего вида. Такая у него поверхность прям для охлаждения отличная. Но, естественно, нужно делать, наверное, гидроизоляцию, если собираетесь ездить в сырую погоду. Да, сверху есть, конечно, вот такие вот проставочка резиновая, которая закрывает здесь все по периметру. Но я бы сделал все-таки, наверное, гидроизоляцию, если покупал себе данный электротрайк, чтобы потом не заморачиваться уже, все прогерметить, пролачить и уже кататься без проблем. Реально по бездорожью, на рыбалку и так далее. А так, в общем, все очень достойно на самом деле. Я не вижу здесь каких-то супер косяков, да и здесь в принципе нет. Единственное, что я вижу, допустим, здесь по какой-то скрутке изоленты, так это вот это вот. Но это они просто, наверное, стяжку пожалели. Вот это единственное место, где есть изолента, просто ей стянули провода, вот эту пачку. Все. А так, сейчас я все эти скрутки беру вот в эту вот штуковину. Прикольная такая вещица резиновая. Такой колпачок, не знаю, как его назвать. Он на стяжках. Сейчас я все туда заверну, упакую назад. Да, в принципе, все. Самое интересное было посмотреть, конечно, контроллер. Его ампераж. 2700 ватт в пике он выдает. По-моему, все четко. Ну вот, в общем-то, и все. Все назад установил, собрал. Ребят, что могу сказать? Честно говоря, качество и надежность электроскутера, ну, у меня не вызывает сомнений. Очень обидно, что данные электротрайки с независимым мостом в ближайшие годы реально не будут приходить на российский рынок. Это обидно. Блин, ну вот качество хорошее, надежность скутера супер. Но почему вот так вот? Ну вот не хочет завод, да, делать в Китае дополнительные опции, то, что требует производитель. Вот упрямые. Ну, досадно, честно говоря, досадно. А вообще скутер класс. Мне очень зашел. Таблицу технических характеристик и цену трехколесного электроскутера с независимым мостом Skyboard BR80 вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. А теперь давайте подведем общий итог. Представленный электроскутер в основе своей конструкции – это действительно уникальное транспортное средство, одно из самых надежных и комфортных для поездок по любым дорогам, в том числе и на бездорожье. Неприхотлив в обслуживании и не требует постоянных ТО. Не шумит, не дымит, не раздражает соседей, даже если вы будете ночью кататься у них под окнами. Не пачкает одежду маслом, не требует постановки на учет, не облагается налогом. Эксплуатация возможна на дорогах общего пользования согласно категории мопед. При наличии водительского удостоверения абсолютно любой категории. Не нужно тратиться на бензин. Расходы по самому высокому тарифу электроэнергии не превышают 10 рублей за 100 километров пути. Конечно, рано или поздно аккумулятор подлежит замене. Но что такое 10, 15 или даже 20 тысяч рублей спустя 3-4 года непрерывной эксплуатации? В общем, скажу как есть, если бы у меня рядом с дачей была речка или охотничье угодье, этот трехколесный электроскутер уже стоял бы у меня в гараже. Что касается посмотреть, потрогать, понюхать и покататься, вы всегда можете найти в этом списке ближайший к вам магазин и даже записаться на бесплатный тест-драйв перед покупкой. Вы самые классные! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. До новых встреч на просторах Ютуба!